Если вы когда-нибудь стояли на улице Алберта в Риге и смотрели вверх, вы знаете это чувство. Что-то смотрит на тебя в ответ. С каменных фасадов на вас глядят женские лица с закрытыми глазами, будто в трансе или во сне. Рядом кричащие маски, оскаленные пасти львов, извивающиеся змеи, павлиньи перья, цветочные гирлянды, крылатые фигуры. Каждый сантиметр фасада заполнен до краев, до абсурда, до головокружения. Это не архитектура в привычном смысле. Это каменный театр. Или чей-то навязчивый сон, застывший в штукатурке. И у всего этого один автор. Современники называли его безумным кондитером за то, что лепил декор как глазурь на торт, не зная меры. Коллеги недоумевали. Сегодня его дома в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, и некоторые называют его рижским Гауди. Человек, чьи дома сегодня знает весь мир, родился в 1867 году в маленьком городе Белая Церковь Киевской губернии. При рождении его звали Моисей Иосифович Айзенштейн. Семья была еврейской и довольно состоятельной. Отец занимался коммерцией. Закончив Киевское реальное училище, Моисей поступает в строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зданий в Петербурге. Сегодня это СПб ГАСУ, архитектурно-строительный университет. Для того, чтобы иметь возможность жить и учиться в Петербурге, он принимает православие, а впоследствии меняет и имя, и фамилию. Институт заканчивает в 1893 году, не блестяще, мягко говоря, почти в самом конце списка успевающих. Ничего, что предвещало бы будущего автора знаменитых фасадов. В том же 1893 году молодой инженер переезжает в Ригу, получает место на государственной службе. Должность звучит весомо – гражданский инженер при Прибалтийском управлении государственными имуществами. Жалование – 600 рублей в год, плюс 400 на квартиру. По меркам времени вполне достойно. Чиновник, служащий на жаловании у Российской империи. В 1900 году он становится начальником отдела путей сообщения Лифляндии, отвечает за состояние дорог, строит новые, дослужится до действительного статского советника. Это как генерал-майор по гражданской части. Несгибаемый представитель российского чиновничества, его апологет. Так вспоминал об отце Сергей Эйзенштейн. Да, тот самый Сергей Эйзенштейн, приносит Потемкин, Иван Грозный, но это совсем другая история. В Ригу, в самое сердце Лифляндской губернии, Михаил приехал не один. Рядом была жена, Юлия Конецкая, дочь петербургского купца первой гильдии, владельца пароходной компании. Представляете, пока искала информацию, выяснила, что легендарный ленинградский писатель-маринист, между прочим, сценарист фильма «Полосатый рейс» Виктор Конецкий, дальний потомок семьи пароходчиков Конецких. Но вернемся к нашему повествованию. Михаил и Юлия к тому моменту уже успели пережить несчастную любовь, каждый свою, отдельную. И оба, видимо, решили, что брак с холодной головой надежнее, чем брак с горящим сердцем. Их союз благословил сам Иоанн Кронштадтский. Но даже это его не спасло. В 1898 году родился сын Сергей, единственный. И именно после его рождения что-то между Михаилом и Юлией начало медленно гаснуть. Михаил с семьей живет в центре Риги, на Николаевской улице. Сегодня это Кришиня Валдемара, 6. На этом доме сейчас висит мемориальная доска, но посвящена она сыну, а не отцу. Юлия Ивановна – дама светская, привыкшая жить на широкую ногу. После переезда в Ригу тратит большую часть своего приданого на дорогую обстановку их новой квартиры, явно намереваясь давать пышные приемы, к которым привыкла еще в Петербурге. Муж, на тот момент занимающий скромную должность, начинает параллельно с основной работой проектировать дома для частных заказчиков, как хобби и неплохой дополнительный заработок. Доходные дома. Первые его работы – конец 1890-х. 3 дома, 3 адреса. Стрелнику 19. 1897 год, самый первый. Трехэтажный, неоренессанс, без особых украшений. Если бы вы шли мимо, не остановились бы. Кришиня Барона 39, 1898 год. Следующий шаг.
та же сдержанность. И Маргаретас 16, 1900 год. Снова историзм, снова академически корректно. Есть еще один дом во дворе Надзирного 18, 1901 года постройки. Скромный эклектизм. Ничем особым этим дома не выделяются. Типичная Рига того времени. Хороший профессиональный уровень и не более. – 1901 год. Эйзенштейн проектирует доходный дом на улице Элизабетас, 33 для некоего господина Лексдинша. И вдруг все меняется. Рижский центр югенстиля описывает этот перелом так. На фоне солидных академических зданий рижских бульваров новый дом Эйзенштейна буквально кипит и бурлит. Там можно увидеть почти все, что европейская архитектура накопила за последнюю 1000 лет. Чувствуется, что архитектор вдохновлен свежими веяниями модерна и получил от заказчика полную свободу на реализацию своих идей. Это первое здание архитектора, в котором так широко применена строительная скульптура. Однако, несмотря на кажущуюся насыщенность образами, здание выглядит легко и гармонично. Полуобнаженные кариатиды прекрасны, кованые ограды балконов ажурной паутиной обволакивают все здание. Могучие атланты уверенно удерживают межэтажный карниз. Женские и мужские маскароны хранят спокойствие, а львы символизируют мужество. Здание завораживает и заставляет собой любоваться. От него сложно оторвать глаза. Эйзенштейн мешает стили, формы и образы подчеркнуто свободно. Именно эта свобода вынимает здание из привычных рамок эклектики и делает его вышедшим за рамки обыденности. Геометрия и органика одновременно. Историки архитектуры связывают этот резкий поворот с конкретным событием – Всемирной выставкой в Париже 1900 года. Эйзенштейн выписывал и детально изучал иллюстрированные каталоги и французские журналы, посвященные этому событию. В его личной библиотеке хранились подобные альбомы с чертежами и фотографиями парижских павильонов. Все увиденное вдохновило перенести этот кипящий, пластичный, перегруженный символами стиль на балтийскую почву. И дом на Элизабетас 33 стал его первым манифестом, домом, который открыл Риге целую эпоху. Это был декоративный югенстиль, новое веяние из Европы. Рига тогда строилась стремительно. Купцы, юристы, промышленники все хотели дома. Красивые и современные. Целые улицы вырастали почти с нуля. Эйзенштейн оказался в нужном месте в нужное время. И он строил. Быстро, много, все смелее. Следующие проекты Эйзенштейн берет буквально в нескольких сотнях метров от первого успеха. Все на той же Элизабетас. Эти два дома стоят стена к стене, и именно они подтверждают репутацию Эйзенштейна как модного архитектора. Самое интересное, что ни один из них не получился таким, каким задумывался изначально. За каждым фасадом своя неожиданная история. Элизабетас 10А. История о доме, который пошел не по плану. 1902 год. Проект дома доверили выдающемуся латышскому зодчему Константину Пекшенсу. Кстати, у меня есть ролик об этом архитекторе. Посмотрите, если еще не видели. Это действительно знаковая фигура в архитектуре Риги. Ссылка будет в описании. Изначально он должен был выглядеть совсем иначе. Строго традиционно в духе классической эклектики, как в те годы работал архитектор. Но прямо в процессе стройки у дома меняется владелица. Новой хозяйкой становится госпожа фон Гановская. И она заявляет: «Хочу, чтобы мой дом выглядел ультрамодно». Для этого она нанимает Михаила Эйзенштейна. Тот полностью переосмысливает первоначальный проект и облекает фасад в пышные, экстравагантные формы югенстиля. Для Эйзенштейна, который обожал монументальность и жесткую симметрию, этот дом уникальный, редкий случай. Фасад получился асимметричным. Его главная изюминка – огромное эллиптическое окно на самом верхнем этаже. Под миниатюрным балконом архитектор спрятал выразительное скульптурное изображение солнца. Весь фасад густо населен персонажами. Тут и маскароны из скандинавской мифологии, и головы львов как символы силы, и стилизованные деревья. Венчает крышу композиция с женской маской. Существует легенда, что это изображение той самой фон Гановской, эксцентричной хозяйки дома. А вот соседний дом, 10Б,
построенный в 1903 году, можно назвать одной из визитных карточек всего рижского югенстиля. Из стандартной шестиэтажки Эйзенштейн сделал грандиозный театральный задник. Совы, змеи, хищные птицы с кольцами в клюве, павлин, гигантские женские лица и даже маски до колумбовых цивилизаций. Все это нашло свое место на фасаде. При этом очертания фасада Эйзенштейн не придумывал с нуля. Он взял готовый чертеж лейпцигских архитекторов Георга Вюншмана и Ханса Коцеля, опубликованные сборники «Архитектурные фасады в новом стиле» Бродерсена, и переработал его. Если поставить их рядом, сходство очевидно. Но если сравнить чертеж с тем, что получилось в итоге, разница бросается в глаза. Заимствование стало лишь отправной точкой, а не финалом. Главный акцент здания – ярко-синяя глазурованная плитка на верхних этажах, которая резко контрастирует со светло-серой штукатуркой и известняком. А над центральным выступом нависают гигантские женские головы высотой в 1,5 этажа. Кстати, изначально на этом фасаде была деталь, которую сегодня вы уже не увидите. Если взглянуть на фотографии 1920-х годов, то на уровне 3-го и 4-го этажа четко видны женские фигуры с кольцами в руках. Сегодня их там нет. Пропали то ли при поздних ремонтах, то ли были утрачены еще раньше. Когда в 1903 году с дома 10Б наконец сняли строительные леса, в рижской прессе вспыхнули яростные споры. Критики называли фасад кричащим, женские головы ужасно изуродованными, а профессиональное сообщество обвиняло Эйзенштейна в безвкусице, нагромождении деталей и даже дешевом плагиате чужого чертежа. Хотя на самом деле использование готовых архитектурных образцов было обычной практикой того времени. В свободной продаже ходили целые альбомы с чертежами, и брать оттуда идеи не считалось чем-то постыдным. Но Эйзенштейн смог превратить обычные заимствования в шедевр, который до сих пор приковывает к себе миллионы взглядов. Обязательно запомните этот дом. Мы к нему еще вернемся, чуть позже, когда будем говорить о личной жизни архитектора. Поверьте, там разыгралась драма не хуже, чем на самом фасаде. Прежде чем идти дальше, два коротких технических вопроса, которые чаще всего задают про Эйзенштейна. Первый. Имел ли он вообще право проектировать фасады? Он же инженер, не архитектор. Ответ – да, имел. По строительному уставу Российской империи выпускники Института гражданских инженеров получали полное право производить всякого рода строительные работы и составлять проекты гражданских зданий. Никакого отдельного архитектурного диплома закон не требовал. Он подписывал свои чертежи как гражданский инженер Эйзенштейн. Другие архитекторы на некоторых его чертежах – это не правовое ограничение, а обычный рабочий аутсорс. Эйзенштейн был действующим высокопоставленным чиновником, начальником отдела путей сообщения Лифляндской губернии. Своего штата чертежников у него не было, да и времени на техническую проработку тоже. Поэтому конструктивные расчеты он отдавал коллегам, например, архитектурному бюро «Шейль и Шефель». Скульптурный декор, маски, атланты, сфинксы отливала, например, мастерская Августа Фольца, крупнейшая в Риге. Про него у меня на канале тоже есть отдельная серия. Эйзенштейн рисовал то, что вы видите. Остальное доверял другим. Второй вопрос. Как все это держится и уже более 100 лет не падает на прохожих? Секрет в материале. Использовали не гипс, а не натуральный камень, а так называемый искусственный камень, цемент, песок и пластификаторы. Лепили эталонную модель из глины, снимали форму и заливали раствор. Так десятки одинаковых масок отливались быстро и дешево. А крупные фигуры, атланты, сфинксы, держатся на стальном каркасе, вмурованном прямо в кирпичную кладку. Сверху слой штукатурки, который скрывает швы. Именно этот металлический скелет внутри позволил фасадам Эйзенштейна пережить 2 мировые войны практически без капитального ремонта. Но красота требовала постоянного ухода. Белый цемент покрывался сажей за считанные месяцы. Балтийская зима откалывала кусочки лепнины. Дважды в год нанимали маляров-высотников, чтобы вручную отмывать сотни деталей и восстанавливать отколовшиеся фрагменты. Все это закладывалось в арендную плату.
Именно поэтому квартиры в домах Эйзенштейна были одними из самых дорогих в городе. Жильцы платили не только за вид из окна, но и за лицо здания. А теперь идем туда, где Эйзенштейн оставил свой главный след. Улица Альберта. Именно здесь понимаешь, на что был способен Эйзенштейн. Здесь он построил почти всю четную сторону. Дома 2, 2А, 4, 6, 8 и 13. Плюс школу на соседней Стрелнеку 4А. Все это несколько минут пешком. Каждый дом – отдельный спектакль. Давайте посмотрим. Первым на улице Альберта Эйзенштейн построил дом для семьи крупного промышленника Пола, у которого неподалеку находился машиностроительный завод. Номер 8, 1903 год. Сразу виден почерк архитектора. Гармоничное сочетание белого и голубого, фасад разделен пилястрами. Над пилястрами маскароны с женскими лицами. В самом центре эркер, объединяющий два этажа. У балконов и эркера женские маскароны с египетскими чертами. Главный символ этого дома – лев. Величие и власть. И посмотрите, сколько вокруг деталей. Хищные птицы с длинным клювом и недобрыми взглядами, головы фараонов, растительные мотивы, маскарон какого-то лесного божества или лешего. Глазам просто больно. Между собой жители города называли этот дом саркофагом из-за египетской тематики в оформлении фасада. Это был первый аккорд целой симфонии, который Эйзенштейн будет разворачивать дальше по улице. 1904 год. Альберта 6. Заказчик – действительный статский советник Андрей Лебединский, постоянный клиент Эйзенштейна и его личный друг. Здесь тон становится тревожнее. На фасаде можно найти напряженные женские лица, кричащие маскароны. Архитектурный эффект усиливает контраст материалов. Красный кирпич соседствует с зеленой отделкой балконов. Острое нервное сочетание цветов. Возможно, это отражение времени. 1904 год. Разгар русско-японской войны. Тревожное предчувствие, которое Эйзенштейн еще сильнее разовьет в доме номер 13, который мы увидим чуть позже. Альберта 4. Построен в том же 1904 году по заказу того же Андрея Лебединского, что и номер 6. Один заказчик, два совершенно разных настроения. Фасад здесь светлый, бежевый, никакой тревоги дома номер 6, зато много игры с формой. Целых 4 разных типа окон, маленькие и большие балкончики, лепные узоры, а в центре крупное овальное окно, главный акцент всей композиции. Особая деталь, которую сложно не заметить – 3 окна в форме замочной скважины, или, как их еще называют, веерные окна. Такая форма была популярна в югенстильной Вене, но здесь она выглядит как загадка, как вопрос без ответа. Хотя у меня есть шортс с вероятным ответом, ссылку оставлю в первом комментарии. На нижнем уровне крылатые львы, обращенные мордами друг к другу, спокойные, почти миролюбивые. Но поднимите взгляд к самой крыше, и там уже не та компания. Львы на пьедесталах, каждый смотрит в свою сторону, разобщенные, настороженные, а между ними с ужасом и напряжением на лицах застыли 3 горгоны. Можно увидеть в этом и метафору. Одна и та же природа, разная высота и совершенно разный исход. Внизу почти примирение, наверху каждый сам за себя. Дом будто проигрывает собственную внутреннюю борьбу в камне, этаж за этажом. На фасаде дома мемориальная табличка, посвященная архитектору Михаилу Эйзенштейну, единственная в городе. Помните, я показывала дом во дворе Дзырнова, 18, построенный в 1901 году? Так вот, в 1904 для того же домовладельца Эйзенштейн снова возводит небольшой доходный дом в этом же дворе. Здесь мы видим те же окна, замочные скважины и плавные формы фасада. На богатый скульптурный декор денег не было, да он и не нужен, дом-то во дворе. Альберта 13, 1904 год. Самый насыщенный по мифологии дом на всей улице. И снова для постоянного заказчика, Лебединского. Дом угловой с фасадами на Альберта и Стрелнеку. Начнем с фасада со стороны улицы Альберта.
сразу бросаются в глаза два узких эркера в форме огромных кричащих женских голов. На них конусообразные навершия с изображениями. Слева богиня Артемида, справа бог Пан. Оба совершаются маленькими башенками. На крыше по углам кричащие женские фигуры с выражением тревоги на лицах. Ниже стоящие фигуры дев в военных доспехах. На уровне второго этажа кричащие женские маскароны. Павлин с опущенными перьями хвоста, не торжествующий, а будто сломленный. Козлиные черепа. Гермы в виде женщин с надменно скорбными лицами. Весь дом словно кричит в выступлении и боли. На другой стороне здания, по улице Стрелнику, повторение тех же мотивов, но уже без кричащих эркеров. Год постройки 1904, как я уже упоминала, самый разгар русско-японской войны, той самой войны, на которой годом позже погибнет младший брат архитектора Дмитрий, хорунжий 9-го сибирского казачьего полка. Исследователи рижского модерна напрямую связывают этот дом с тем, что переживал Эйзенштейн. Разгром русского флота, тревога, предчувствие беды. Есть в этом фасаде и тихая точка покоя. На фронтонах по обе стороны дома изображен бог солнца Аполлон с лучами вокруг головы. Остров спокойствия среди тревожных лиц и мифологических существ вокруг. На самом верху угла здания балкон. Ниже барельеф с двумя возлежащими дамами, словно наблюдающими за всем происходящим из театральной ложи. Здесь я заметила разницу с изображением начала 20 века. Посмотрите, на самом верху угла здания, на уровне балкона, видны две какие-то статуи. Сейчас их нету. Можно прочитать этот фасад еще и как метафору самого Эйзенштейна. Вечная борьба между хаотичной повседневностью чиновника и внутренней духовной жизнью художника. Сдержанный цвет здания, симметрия композиции – это порядок. А лица, черепа, тревожные фигуры – то, что прорывается из-под порядка наружу. Не знаю, была ли такая глубина в осмыслении фасадов самим Эйзенштейном, или это просто его увлечение театром. И этот фасад – просто древнегреческая драма в камне. Что вы думаете? Рядом на улице Стрелнику 4А здание бывшей частной школы Митусова, работа Эйзенштейна 1905 года. Тут декора тоже не пожалели. Снова белый с синим фасад. На ризолитах девушки, стоящие в лодках. У лодок носы в виде орлиных голов. За спинами девушек пилястры с бараньими головами на капителях. И выше фигуры орлов. На каждом ризолитом башенка, которую держат атланты. По карнизу крыши маскароны с львиными мордами. По центру здания снова женские фигуры в мокрых одеждах с венками в руках. В металлических решетках на балконах волнистая линия, которую современники называли удар кнутом. Внизу шлемы неведомых воинов. Этот дом считают одним из последних в Риге, построенных в стиле хоррор-вакуй. Страх пустоты. Принцип, по которому каждый сантиметр фасада должен был быть заполнен. После 1905 года эта манера выйдет из моды навсегда. Кстати, видите этот памятник? Он стоит тут не случайно. Это памятник легендарному мэру Риги тех лет Джорджу Армистеду, при котором город превратился в один из крупнейших и современных в империи. С ним Эйзенштейн тесно работал по службе. Как начальник путей сообщения Лифляндии он отвечал за дороги и железнодорожное сообщение, то есть за саму инфраструктуру растущего города. Они оба видели Ригу как проект, который нужно строить быстро и красиво. В 1904 году Армистед принял новый строительный регламент. Не менее четверти всех расходов на строительство обязательно на украшение фасада. По закону. Именно это и развязало Эйзенштейну руки в его самые смелые годы. Мы снова на улице Алберта. Идеальный случай, чтобы увидеть, как Эйзенштейн умел играть на контрасте. Это два дома соседа под номерами 2 и 2А. Он строил их одновременно в 1906 году, но они получились абсолютно разными, хотя заказчик у них был один – рижский домовладелец, ротмистр или капитан кавалерии Владимир Богуславский. Посмотрите на дом номер 2. Никакой дикой цветной плитки, никаких кричащих огромных лиц.
Он спокойный, желто-белый и очень аккуратный. Это, пожалуй, самая сдержанная его постройка. Почему же архитектор, который до этого буквально шокировал Ригу тоннами декора, вдруг включил скромность? Тут три простые причины. Возможно, ему банально надоело, что его постоянно критикуют. Местные коллеги годами травили Эйзенштейна и называли его дома кондитерским безумием. В этом проекте он словно решил доказать: смотрите, я умею и строгую классику, и симметрию, не хуже вашего. Во-вторых, он начал думать объемами, а не просто лепниной. Главный акцент здесь не статуи, а два мощных выступающих эркера на консолях. Здание выглядит интересно за счет своей формы, а не из-за того, что на него что-то наклеили снаружи. И в-третьих, мода менялась. В 1906 году эпоха дикого перегруженного модерна уходила. Эйзенштейн это чувствовал. Всю экспрессию он убрал на самый верх, на декоративную стенку у крыши, где спрятал маски мифических существ и дьявола, а сами жилые этажи оставил чистыми и функциональными. А на соседнем участке, дом 2А, Эйзенштейн словно решил отыграться за всю свою скромность. Этот дом считается его последним творением в стиле декоративного модерна. Весь фасад он разделил на 4 уровня, 4 стихии, плавно переходящие друг в друга: земля, вода, огонь и воздух. Ярко-красная плитка идет полосами снизу вверх, это уровень огня. Синие вставки – вода, нижний уровень – земля, а наверху – воздух и движение. Над входами две женские фигуры с факелами, их называют оперными дивами, длинные мокрые одежды, плотно облегающие тело. Модный прием рубежа веков, символ очищения и неукротимой силы огня. Но главный фокус выше. Один из этажей здания насквозь пустой, окна без стекол, за проемами никаких комнат, только небо и облака. Это уникальное решение позволило Эйзенштейну соблюсти строгий городской регламент высоты зданий и одновременно пустить больше солнечного света во внутренний двор-колодец. Во внутренний двор ведет широкий проход. У входа два сфинкса. В те годы Европа сходила с ума по египетским раскопкам, и архитектор умело сыграл на главном тренде своего времени. Этих самых сфинксов в 1914 году юный Сергей Эйзенштейн зарисовал в своем альбоме. Он придумал целый комикс про приключения привратного сфинкса, того самого, что стоял у парадного входа вот этого здания. Посмотрите сами. И, кстати, в финале сфинкс сбегал в Египет. Рисовать Сергей умел и делал это постоянно. Карикатуры, зарисовки, наблюдения за домашней жизнью. В 15 лет он нарисовал дом, определенно построенный отцом, в разрезе, по этажам, с жителями, с тем, что происходит в каждой квартире и на лестничной клетке, как будто уже тогда инстинктивно раскладывал чужую жизнь на отдельные сцены и смотрел на нее сразу со всех сторон. Уже тогда было очевидно, мальчика интересовал не инженерный расчет, не конструктив и не высота потолков. Его интересовали характер, поза, единственная деталь, которая выдает человека с первого взгляда. То самое чутье, которое позже сделает его одним из величайших режиссеров XX века. Есть у Эйзенштейна один дом, который стоит особняком и по адресу, и по духу. Построен он в 1905 году, но не на тихой улице Альберта, а на главной улице Риги. Тогда она называлась Александровской. Сюда редко доходят туристы, хотя построен он в той же манере декоративного югенстиля, что и дома на Альберта. Этот дом резко выделяется на фоне сдержанных соседей. Его фасад сохранился до настоящего времени в первозданном виде. В декоре Эйзенштейн использовал свои излюбленные мотивы. На фасаде женские фигуры, мускулистые атланты, львы, женские и мужские маски и даже египетские мотивы. Дом на Бривибас 99 – одна из самых зрелых работ Эйзенштейна, в которой мастер говорит спокойно и уверенно, без лишней пышности. Фасад выглядит более собранным и строгим, хотя украшений все еще очень много. Это уже не взрыв, это выдох, а потом полная тишина. Самые последние постройки Эйзенштейна – это вообще не то, что вы ожидаете. 1911 год. Улица Стругу, 3. Улица Валерия Сейлас,
Здесь Эйзенштейн построил сразу два дома под номером 3 и 5. Дом номер 5 не дожил до наших дней, его снесли в 2012 году. Сохранился только номер 3, доходный дом купца Либесмана. Никаких масок, никаких сфинксов, валькирий, кричащих женских фигур, гладкие фасады, минимум декора. В 1910 году в Европе вышло знаменитое эссе архитектора Адольфа Лооса «Орнаменты преступления». Манифест против избыточности, против всего, чем была одержима эпоха модерна. Похоже, Эйзенштейн услышал этот сдвиг моды и ответил на него. Один из исследователей рижского модерна описал эти дома почти с жалостью. Сиры, грубые и босы, особенно в сравнении с прежними пышно убранными красавицами на Альберта. И добавил предположение. В 1911 году архитектор профессионально работать еще мог, а вот душевно едва ли. Узнать руку Эйзенштейна в этих домах все еще можно, по характерным ярким цветовым контрастам, но крика больше нет, только тихий, почти незаметный отзвук того, что было раньше. Человек, выложивший на одной улице десятки кричащих лиц, под конец сам замолчал. Сколько всего домов он построил в Риге, точно не знает никто. По разным подсчетам, от 15 до 53. Сам Сергей Эйзенштейн писал об отце. Число построенных папенькой в Риге домов достигло, кажется, 53. И есть целая улица, застроенная бешеным стиль-модерн. Что мы знаем о нем как о человеке? Михаил Эйзенштейн был высокообразованным человеком, свободно говорил на французском, немецком, хотя последний не особенно любил. В семье говорили на русском. Он обожал оперу, увлекался верховой ездой, ходившим в моду теннисом, бывал в цирке, любил путешествовать. Дома устраивал вечера. Депутаты Рижской думы, крупные предприниматели, деятели искусства. Его называли педантом, а некоторые домашним тираном и одновременно мягким, деликатным собеседником с врожденным чувством такта. Человек противоречий, как и его дома. Брак с Юлией не сложился. Любви в их браке не было никогда. Как итог, измены жены и бракоразводный процесс, который растянулся на годы с 1904 по 1909, публичный, с разделом имущества и судами за опеку над сыном. Рижане следили за этой драмой, как за светским сериалом. По суду сын остался с отцом, но Сергей регулярно ездил к маменьке в Петербург. И вот здесь стоит вернуться к дому на Элизабетес 10Б, тому самому со знаменитой женской маской на крыше. Дом был построен в 1903 году, когда отношения супругов начали рушиться окончательно. Современники в этом каменном лице узнавали черты Юлии, а декоративная балюстрада на фасаде расположена так, что каменные перила буквально впиваются маске в щеку, вжимая ее в стену. И эти змеи у лица, как символ измены. Историки архитектуры в этом видят не случайность, а жест, архитектурную казнь, месть, превращенную в орнамент. И позже, когда на Альберта 2А появятся кричащие от боли мужские лица, это уже 1906 год, разгар бракоразводного процесса. Рижане прочитают это тем же кодом. Семейная война, застывшая в гипсе на глазах у всего города. В 1909 году окончательный разрыв. После отъезда Юлии в Петербург Михаил по существу перестал заниматься архитектурой. Все главные работы уже были сделаны. Мне кажется, в этом совпадении дат что-то важное. Несчастливый брак длился с 1893 по 1909 год. И ровно на эти же годы, 1901 по 1906, приходится весь его архитектурный взрыв, все самые яркие и самые экспрессивные дома. Как только семья окончательно развалилась, он практически перестал строить. Будто этот беспокойный скандальный брак был не помехой творчеству, а его топливом. И когда топливо иссякло, кончилась и архитектура. Взрослым Сергей напишет об отце так. Папа – один из самых цветистых представителей архитектурного декаданса, стиля модерн. Папа – победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов. Папа – о 40 парах лаковых ботинок с каталогом-списком, где поименованы приметы, с царапиной и так далее.
с курьером Озолсом в мундире, подававшим по списку желанную пару из подобия многоярусного крольчатника, подвешенного в коридоре. Несмотря на всю иронию, отца он помнил, уважал и любил. В его кабинете на рабочем столе всегда стояло фото папы. Сын Сергей, будущий режиссер, на самом деле планировал пойти по стопам отца. Он поступил в Петербурге в тот же самый институт, который в свое время окончил Михаил. Вот он в форменной одежде студента. Но мечтал Сергей совсем о другом. О театре, о рисунке. Рисовал он отлично, как вы уже успели заметить. Это было его настоящей страстью с детства. В годы Первой мировой, когда фронт приближался к Риге, Эйзенштейн-старший оказался в Юрьеве, нынешнем Тарту, и работал там городским архитектором. К 1916 году он уже числился в этой должности официально. В том же году получил потомственное дворянство. Оно распространялось и на сына Сергея. Вот как выглядит реконструкция их семейного герба. Когда грянула революция, Сергей бросил учебу в институте и, наконец, занялся тем, о чем мечтал – театром, рисунком, искусством. Связь с отцом к этому времени почти прервалась. А вот сам Михаил революцию категорически не принял. После поражения Белой армии уехал в Берлин. Там женился во второй раз на хозяйке пансиона для малоимущих Елизавете Михельсон. 1 июля 1920 года он скончался от сердечной недостаточности в Берлине. Ему было 52 года. Похоронен на русском православном кладбище Тегель. В Риге в это время шла совсем другая жизнь. Независимая Латвийская республика, новая архитектура, новые вкусы. Его называли безумным кондитером. Архитектор Александр Ванакс, коллега, сам строивший в Риге, писал прямо: «Жаль всего красивого района, жаль потраченной работы и материалов». Он ошибся. Сегодня здания Эйзенштейна одни из самых фотографируемых в Риге. Туристы идут с ними целыми группами, задирают голову, наводят телефоны на фасады. В социальных сетях лежат миллионы снимков. Маски, сфинксы, львы, женские лица в обрамлении лепнины. Сегодня именно эти здания определяют лицо Рижского центра. Именно благодаря им Рига в 1997 году вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе насчитывается более 800 зданий в стиле модерн, больше, чем где-либо в мире. Рижский центр Югенстиля написал об Эйзенштейне точнее всех. Его архитектура может нравиться, а может и не нравиться, но равнодушным она не оставит никого. И в этом, кажется, главное. Он не подстраивался под цех профессиональных архитекторов, сознательно держался в стороне от их правил и вкусов и создал свой собственный язык. Его сын снял броненосец «Потемкин» и вошел в учебники. Его отец выложил на фасадах Риги каменную симфонию и тоже вошел в учебники. Просто другие. И сегодня, 100 с лишним лет спустя, эта симфония продолжает звучать для каждого, кто проходит по улице Алберта. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась моя работа, поставьте лайк. Буду благодарна за комментарии. До новых встреч!